Представители знака зодиака Овен, Овны мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю. С 30 октября по 5 ноября уже ноябрь. Последний осенний месяц. И начинается зима. Время летит. Не знаю, как для вас, а для меня так кажется, оно мчится. Порой не хватает часов в сутках. И давайте узнаем. И первую карту мы достанем, что важно знать на неделю. Или может быть важное событие, что для вас, может быть, произойдет. Или выйдет на первый план. Может, вы и намечали себе что-то другое, а здесь нас может что-то переориентировать. Может быть и так. Какие-то подсказки, я так надеюсь, будут. Хотя самое главное, мы с вами проведем приятное время. Итак, первая карта, что важно знать. Вторая, чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время? Что может помешать, иными словами? А что нам будет помогать? Что скрыто? Может быть, чему-то не придаем значения. Дело, работа, бизнес. Давайте посмотрим по основным сферам жизни. Денежную энергию, финансы на неделю. И в личной жизни достанем карту «Совет». Подытожим все, что нам расскажут карты. А вот не торопитесь, вот не ваши энергии, мои дорогие овны. Дайте покой мыслям, телу. И в целом, может быть, карта-то говорит привести мысли в порядок. Может быть, есть тот вопрос, которым, ну, сколько ты ни педалируй, ничего не решишь. Иногда так бывает. Мы куда-то стремимся, что-то пытаемся быстрее закончить, потом уже уверившись в том, что сколько ты это дело не продвигай, оно все равно быстрее не пройдет, мы отступаем полшага назад, и у нас происходят чудеса. Само по себе дело решается, нужные люди что-то нам подписывают или встречаются, или мы договариваемся, вот так бывает. И похоже, что вот эта неделя как раз где-то такая. Может быть, у кого-то из вас уделить внимание собственному здоровью. Карта не говорит о болезнях. Но вот как раз из-за усталости как будто нас могут силы, ну так мы их сами как будто истощили, и не секрет, что иммунитет падает в тот момент, когда от усталости именно организм уже начинает работать хуже, где-то какие-то сбои происходят. Но если так еще эпидемиологически добавить, что, прямо скажем, время, когда активизируются всевозможные ОРВИ или простудные заболевания, то есть вот в целом уделите внимание самим себе. Сколько не торопись, говорит эта карта, ты тут кардинально как-то ситуацию не изменишь. А вот отдохнуть, может быть, это самое время. А если даже какая-то, ну, тема стоит на злобу дня, значит, тоже нужно сначала ее обдумать. Как будто не время действовать, понимаете, активничать. Чего не избежать? Ну, конечно. Тут, знаете, как будто почему не надо действовать или, скажем, отступить, не торопиться. Много людей будет. Тем не менее, хоть нам карта четверка мечей говорит об отдыхе, а обстановка-то вокруг вас будет какая-то турбулентная. Или людей с разными мнениями. Может быть, сама по себе информация. Утром одно узнали, в обед другое, вечером вообще непонятно что. Все две предыдущие отменилось и какой-то другой ракурс. Вот все, что угодно может быть по пятерке жезлов. Или с людьми мы сталкиваемся, которые, по сути, не имеют своего твердого решения. Они вам могут что-то пообещать и точно так же не сдержать. Или вы будете надеяться на человека, а он вам потом скажет, а я не мог. И у него будет 1000 доводов, и он будет прав. Поэтому по этой карте есть еще такой момент, когда нас пытаются втянуть в какое-то дело. Или в решение вопроса. Или приобщить к какой-то работе. А нам упрямо карта говорит, отдыхай, Овен. Чему сейчас не время? У вас очень ресурсное время, мои дорогие. Посмотрите, карта силы. Но нам о чем говорят? А не время ее тратить, куда попало. Не время откликаться, может быть, на чьи-то просьбы. И если вы так вот остановитесь, приведя мысли в порядок, скорее всего, вы придете к выводу, что вообще-то игра для меня лично не стоит свеч. Или я не вижу какого-то прогресса, перспективы, продолжения. Стоит ли мне в это вкладываться, тратить свою энергию или время, допустим. По карте силы мы тут знаем себе цену. Но есть такой момент. С учетом пятерки жезлов, это может быть турбулентная обстановка, как я сказала. Могут быть и люди, которые просто злят.
мы регионы. Ну, лучше не скажешь это слово, оно очень емкое. Так вот, тем не менее, держим эмоции на коротком поводке, как эта девушка по карте сила держит на цепочке льва. Лев – это прообраз нашего эго, наших где-то эмоций. И вы, скорее всего, будете и правы. И, скорее всего, вы видите правильно, допустим, развитие какого-то дела, темы, процесса. Но как будто вот эту силу приложить больше в позицию серого кардинала. Будьте им, вам это будет помогать. Ну вот давайте мы узнаем, это, что нам может помешать, если мы будем включаться в вопросы, да, и свою силу тратить куда не надо. А что нам будет конкретно помогать? Ну да, вот, посмотрите, одна энергетика, мечи у нас. И мечи это что у нас? Это интеллект, интуиция и расчет холодный. Для кого-то из вас может проиграться, что конкретное дело надо не обдумывать его, гоняя мысли по кругу 1000 раз, а обратиться к узкому специалисту. И по этой карте, кстати, как врачи могут пройти, правда? Может быть, у кого-то банальная простуда, у кого-то может и стоматолог, почему нет? Ну, у кого-то может быть и юрист. У кого-то может быть еще проще. Дела какие-то по дому, допустим, что-то вышло из строя, и вам нужно тоже специалиста узкого пригласить, допустим, чтобы он решил эту проблему. Как будто не заниматься ни самолечением, ни самобичеванием, не пытаться сделать ту работу, в которой вы не профессионал. Все может получиться немножко криво, где-то через нервы, и результат нас не будет радовать. Поэтому лучше пригласить специалиста как будто так. А оценить обстановку нам как раз помогает рационализм, хладнокровие, где-то выдержка, умение видеть то, что по факту. Не ваше немножко энергии, хотя ваши энергии, они внутри вас могут, но где-то так и бушевать, поэтому сдерживайтесь. Дела, работа, бизнес. Знаете, какое-то вы тут Соломоново решение примете или сделаете какой-то важный вывод, хотя это информация. Туз жезлов, и у нас всегда карта шанса. И этот шанс может быть как от вашего внутреннего инсайта, или вместе, кстати, с пятеркой жезлов мы сказали много информации. Так вот, кто-то проболтался случайно. Может быть, вы узнаете какую-то тайну. Или узнаете какой-то факт, что-то вам откроется. И это будет как побудительный мотив уже к дальнейшим вашим либо действиям, либо принятию решений, либо, знаете, как на этой неделе, если прежняя, допустим, обстановка была как-то мутно непонятная, здесь что-то тоже может проясниться. Но это всегда возможности. Значит, через информацию, через ваше какое-то решение, вот привести мысли в порядок, стало быть, неспешно, себя не подгоняя, в чем-то вы разберетесь. И всегда ведь это продолжение, прогресс по тузу жезлов. Деньги. Шестерка мечей. Ну, отчасти может иногда говорить карта о том, что ведь это тоже у нас неторопливость. Хотя это карта заслуженного успеха. То есть деньги придут, но вот как будто задержаться вполне вероятно они могут. Причем по независящим от вас причинам. Сбой банковской системы или кто-то какие-то документы не подписал, или какая-то еще досадная оплошность, недоразумение, но карта нам говорит о том, что все к вам придет. Но если мы про заслуженный успех говорим все же карты и деньги, то знаете как, допустим, реорганизация вашего бизнеса или решение «я буду делать карьеру», или человек уволился, у вас будет возможность занять должность, может быть так, или еще какая-то оказия, которая именно даст возможность заработать деньги, причем это не конкретно эта неделя, все-таки неделя небольшой срок, 7 дней, а именно на последующее будущее, когда мы останемся собой довольны. Эта карта тоже прогресса. И если мы про деньги, значит, как будто они потом будут расти в какой-то прогрессии. Дай бог, геометрической. Поэтому что-то важно вам тут и не упустить. Вот, наверное, поэтому нам и говорят, применяй вот эту свою силу или сильную позицию только тогда, когда ты уже где-то просчитал, где ты видишь, что, как нужно действовать и дождаться, может быть, удобного момента с учетом всех карт. Такое тоже может быть. Для кого-то из вас, правда, вот этот король мечей может означать новую должность, изменение вашего статуса. И по работе, может быть, у кого-то это и в личной жизни будет проигрываться, но тогда тут
скорее всего, какие-то вопросы, которые были со знаком минус у вас, ну, как-то могут идти к разрешению уже. Но перспективная на будущее очень неделя, хотя сама она по себе требует от вас хладнокровия, выдержки, спокойствия, несмотря на сильную позицию. Правда? Серый кардинал. Личная жизнь, но все равно победа. Не могу сказать, вот ни одной карты про любовь, мои дорогие, нам не рассказали, но мы еще две откроем. По шестерке жезлов это карта победителя. Но о чем нам говорят? Удерживать победу. То есть удерживайте все то, что вы имеете, то, что вы достигли. И во всех сферах жизни. Если личная жизнь, нам не сказали, что что-то тут будет кардинально меняться. Хотя, может быть, у кого-то проиграется, правда. Прежняя история, если она осталась де юре, вы можете, ну, уже желать оформить отношения, точнее, ваш какой-то несостоявшийся уже или разрушившийся союз на бумаге, юридически. Может быть, тогда, скорее всего, вы останетесь довольны, значит, любой суд – это неприятный процесс, но как-то вы быстро выйдете как и эмоционально из этого состояния, так и вопросы вы решите, ну, я бы сказала, больше в свою пользу, потому что есть победа. Но и в остальных-то сферах жизни, может быть, у вас будет личная жизнь не всегда про любовь, нам говорит карта, а еще про какие-то свои амбиции, которые тут-то с учетом туза жезлов, да еще и шестерки мечей, новые возможности. У кого-то как решение придет: я меняю работу, я меняю сферу деятельности, я, может быть, все равно что-то меняю или изменили вы уже и где-то движетесь в этом направлении, может быть, какие-то первые шаги сделали, и вы, скорее всего, будете видеть уже какой-то результат. Как ни крути, карта победителя, но расслабиться нельзя. Вот посмотрите, карта силы и карта победителя одна напротив другой у нас попадает. И вот то, что я сказала по силе, карта победителя подтверждает, но и можно сказать то, что по карте победителя карта сила подтверждает. Вот для вас быть, повторюсь в очередной раз, серым кардиналом и удерживать все свои позиции, ну, архиважно. Совет от карт давайте мы откроем. Когда выпадает пятерка жезлов, семеркой жезлов, это мало что информационный какой-то хаос, так и людей много, да, я сказала. Это карта соревнования, когда нас действительно пытаются приобщить к какому-то делу, или чтобы мы на что-то согласились. А по семерке жезлов, кстати, как и по пятерке жезлов, эти обе карты говорят: да, у тебя хватит сил в чем-то участвовать. Ты сможешь, ну, тут прямо горы свернуть. Но вопрос целесообразности. Первый вопрос, который мы себе задаем: а надо ли? Потому что это интересы чьи-то чаще всего. И парировать нужно только тогда, чтобы что-то не упустить. А во всех остальных случаях, наверное, не связываться, не ввязываться, ну и тому подобное. Что может быть скрыто? А потому что у каждого своя игра. Посмотрите, семерка мечей. Вам будут говорить одно, а в уме держать другое. Люди будут, может быть, хитрить, манипулировать. Почему? Вот опять же про кардинала. Карта силы – это где-то карта манипулятора. И если к вам так, то и вам-то нужно быть точно так же. А вот как раз интуиция, интеллект, логика вам даст возможность как и увидеть какие-то хитрики, так и просчитать, может быть, на пару шагов вперед, что человек задумал. Хотя это когда выпадает скрыто, все-таки нужно быть внимательным, мои дорогие овны. Действительно, победу надо удерживать. Вам могут льстить, кстати, не обязательно с вами будут спорить, а попытаться вас купить на лесть. Поэтому тут тоже будьте аккуратны. Если человек надумал какой-то обман, все средства хороши. Как и вызвать на конфликт кого-то, так и наоборот, расслабить, чтобы он потерял бдительность. Карта вора называют еще эту карту, поэтому кошелькам, сумочкам, паролям, аккаунтам нужно быть предельно внимательным также, тем более это в позиции, что от нас скрыто. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие овны.